Всем привет! Меня зовут Маниша, и я из Таджикистана. Я на данный момент учусь на втором курсе в Джорджтаунском университете в Катаре на полном гранте. Обучаться за границей — это на самом деле трудно. Я не сдавала ни TOEFL, ни IELTS, ни SAT. Это наш главный вход в сам университет. Здесь находятся пуфики, где студенты могут посидеть. И сейчас мы пройдем в атриум. Это место, где люди, особенно во время обеда, они любят сидеть вместе, обсуждать разные идеи и обязательно покушать. Как вы можете увидеть, здесь есть флаги всех студентов, которые учатся в Джорджтаунском университете. И если вы присмотритесь, то 4-й флаг с этой стороны является флагом Таджикистана. Также у нас тут находится кафетерия, в котором мы можем заказать еду или взять что-то с буфета. Еда для вас платная или бесплатная? Еда у нас платная, но нам дают специальные карточки, с помощью которых мы можем оплачивать. Это общая area, где люди могут просто сидеть, если они хотят какие-то идеи со своими друзьями обсуждать. У нас внутри библиотеки находится 3 таких классрума на 0-м, на 1-м и на 2-м этаже. Вот это library markets. Если студенты хотят просто отдохнуть, они могут сесть, просто расслабиться. У нас есть study rooms здесь, на 1-м еще этажах. Их нужно букать, но здесь обратно могут группы собираться, и они могут учиться вместе. Это writing center. Здесь приходят все студенты, которым нужна помощь со своими assignments. У нас есть writing tutors. Все они являются учениками, по сути, Джорджтауна, и их обычно избирают каждый год, либо каждый семестр, и они помогают студентам с ассайнментами, которым нужно. Здесь есть Creativity Corner. Студенты могут посидеть, если они хотят обратно поработать. У нас очень много мест, потому что во время midterm или final week, вот как сейчас, например, будет очень много людей, особенно по вечерам. Все будут приходить и готовиться. Здесь обратно идут вот эти одиночные места. Многие люди любят учиться вот тут. Ну что, здесь открывается вид на атриум, в котором мы недавно были. У нас здесь очень-очень много книг, и у них есть определенные номера. Иногда искать книгу так сложно. Нужно потому что искать по вот этим номеркам, по буквам. Это наш Innovation Lab. Тут работают 4 студента с Джорджтауна, и они помогают делать съемки разные, делать подкастинг, и также, если нужно будет, они могут делать эдитинг. Это наш student lounge. Вот тут у нас есть кухня для студентов. Если они хотят разогреть еду, если они принесли кофе себе приготовить, они могут сделать там. Это у нас meditation room. Люди могут просто тоже посидеть на пуфиках, отдохнуть. Здесь можно обратно-таки посидеть, либо поиграть разные виды настольных игр. У нас все студенты Джорджтауна к концу 1-го года знают, как играть в бильярд. Это у нас music room. Здесь у нас есть вот гитары, укулеле, пианино. У нас есть также микрофон, и люди часто, например, его подключают в других 2 комнатах, которые я сейчас покажу, и делают караоке. Это у нас movie room. Здесь у нас такой огроменный телевизор, который подключен к Netflix и другим вещам, и люди могут сидеть и смотреть любые только фильмы, которые они захотят. Video Games Room. У нас в основном тут зависают пацаны. У нас есть тут PlayStation, они могут разные игры брать у охранника, потому что у него там находится, они должны расписаться, принести, они могут поиграть, потом обратно они возвращают. Класс у нас выглядит вот так примерно, и есть 2 проектора тут и 2 телевизора там. И презентация, она высвечивается со всех 4 сторон, чтобы и тот, который там стоял, например, как профессор, он мог видеть, что на экране. Вот там находится QSTP, это Qatar Science and Technology Park, то есть там разные инновации проводятся. И просто люди тут любят посидеть, понаблюдать. Здесь очень хорошо, очень жарко. Но красиво. Да, однозначно. Это у нас кухня уже для студентов. Если они хотят сделать себе кофе, они могут сделать. У нас там есть молоко, все, что нужно.
обратно-таки принтер, если они Мгм. не хотят куда-то далеко идти и хотят срочно что-то Это сделать. все получается бесплатно от университета? Да. Или нужно самим приносить свои... Нет, это бесплатно с университета. А многие даже просто листы с принтеров берут и уходят. Если у них не на чем писать, и они забыли свои блокноты, они просто с принтера берут А4 и просто идут. То есть направо у нас будет student wellness. Люди, которые там работают, они make sure, что мы не сходим с ума от учебы, что у нас все хорошо. И здесь есть еда, ну, можно сказать, фрукты, банан и яблоки. Люди, просто любому человеку, который может прийти и взять. Мгм. Возьмем, по сути. И они каждый день тут, Обновляют. да. Получается, ты с Худжанда. Да. А можешь немного рассказать о себе, где ты училась и как вышло так, что ты выбрала этот университет? Ну, я училась в 3 школах, если так смотреть. С 1 по почти 9 класс я училась в обычной школе, я училась в 4 гимназии, а потом я перевелась в Пулатовскую школу и обучалась там 2 года, до 11 класса. И когда я была в 11 классе, мне и моей подруге предложили грант полный на обучение в Оксфордской школе, Мгм. и мы последний год обучались с моей подругой там. Как так получилось, что я оказалась тут в Катаре? Я с 9 класса очень сильно интересовалась поступлением за границу. Я обучалась в Теджапте в одном из их курсов. И я очень сильно горела желанием обучаться где-нибудь за границей, и желательно бесплатно. Так как я понимала, что я не хочу, чтобы мое обучение было финансовой трудностью для моих родителей. Мгм. И я искала разные способы, как мне можно обучаться за границей. И я была очень активной в своем обществе в то время. Я волонтерила в очень разных местах. Я была 2 года волонтером американского спейса. Я делала разные клубы в самом в спейсе и в своей школе также. Мгм. И в 11 классе, когда я перевелась в Оксфордскую школу, я стала президентом нашей школы, и мы уже там делали тоже определенные ивенты. Я также очень много участвовала в различных олимпиадах. Наверное, они тоже мне в какой-то степени помогли. И я в 9 классе, когда узнала обо всем этом, поняла, что у меня есть реальный шанс поступить за границу. И я очень сильно начала изучать язык, то есть уже на профессиональном уровне. Я очень сильно хотела его знать. И потом в 11 классе я подала очень много университетов. То есть я не хотела смотреть, вот я подам только в 5, либо только в 10, и посмотрим, кто из них меня возьмет. Я решила, что если у меня есть шанс и возможность подать большее количество университетов, то я должна это попробовать, я должна посмотреть свои силы. Вдруг получится, что я на самом деле пройду в университет, который я думала, что я не смогу пройти. И в Джорджтаун, если быть честной, я подала одно из последних. То есть это был, дедлайн был 1 февраля, и я подалась 1 февраля. На тот момент я пока не знала вообще, где находится Катар, что за университет, кампус которого тут находится. Мгм. Но в дальнейшем я поняла, что это было одно из самых лучших решений, которые я сделала, потому что у меня было несколько возможностей бросить поступление в этот университет. То есть, когда был процесс поступления, у меня несколько там было таких моментов, когда я могла сказать, ну ладно, не буду ничего делать, у меня есть очень много других университетов. Мгм. But I ended up being here, и я поняла, что все, что в жизни было, и все, через что я прошла в 11 классе, готовила меня к Хатару, и здесь я нашла очень много своих людей. Я поняла, что здесь у нас очень много разных возможностей, ресурсов, которые предоставляет сам университет, и не только те ресурсы, которые я показала, у нас еще есть очень много других ресурсов, которые даются джорджтаунским студентам, например, как там разные стипендии на research, на исследование, Мгм. либо разные стипендии просто, чтобы человек куда-то поехал. Например, у нас Мгм. одна из таких программ — это Community Engagement Program, который у нас каждый, получается, Fall and Spring Break, и в этом Fall у нас есть Community Engagement Program в Непале, и выбрали только 10 студентов со всего Джорджтауна, и одной из участников буду я в этом Fall. Ну, поздравляю. Спасибо. И вот в октябре, получается, 10 числа мы едем все в Непал на неделю. Вообще здесь сколько студентов поступает именно из Центральной Азии,
из Таджикистана каждый год? Примерно. Ну, каждый год примерно один человек. То есть с каждой страны или со всего Нет, региона? с Таджикистана один человек, с Узбекистана 3-4 и с Казахстана тоже 3-4. До меня тут учился только один парень, точнее, он до сих пор учится, он сейчас на 3-м курсе, и он находится в DC на данный момент, потому что у нас есть программа Exchange, где все могут поехать в их junior year. И он был тут один, он тоже вот с Худжанда был, с моей школы, с Пулатовской, и он поступил, после него поступила я, и в этом году поступила другая девочка, тоже с Худжанда. Получается, вот все Худжанцы все возможности забирают. Да, мне кажется, худжанцы забирают все возможности Джорджтауна, а душанбинские забирают все возможности Карнеги Меллон, потому что там сейчас учатся 2 таджика, они оба с Душанбе. Получается, за все эти годы сюда поступили только 3 человека из Таджикистана. А если мы будем говорить про людей, которые прям с Таджикистана прилетели, то получается, да, потому что до нас еще здесь учатся и учились памирцы, памирки. То есть у нас сейчас на 4-м курсе обучаются 3 девочки, они все 3 памирки, но они сами обучались в Индии до этого. И на моем бэче есть еще один таджик, он тоже с Памира, и он жил до этого в Кении. То есть, если мы будем смотреть на статистику того, что люди прилетели с самого Таджикистана, то их вот у нас только 3. Получается, примерно 10 стипендий на Центральную Азию каждый год выделяется, или как? Да, примерно столько, потому что в этом году только там 2 девочки, 2 человека с Казахстана, в прошлом году их было 4, с Узбекистана тоже примерно 2-3. То есть это не так много, потому что здесь в основном они ориентируются на арабов, то есть на палестинцев, там, на ливанцев. На свой регион. Да, на свой регион, потому что их основная цель — это давать американское образование в Middle East, то есть на Ближнем Востоке, и в основном они ориентируются на вот арабов. Да, ну, у нас в АУЦА, получается, тоже так было. В АУЦА поступает больше всего по стипендии из Центральной Азии. То есть все эти университеты стараются свой регион больше всего развивать, а другие как второстепенные. И получается, сколько стоит здесь учеба? Каждый год цена меняется, но в прошлом году она стоила $80 тысяч, в этом году она стоит Это за год или за семестр? За год. В этом году она $82 тысячи. И что она в себя включает? Это только учеба или проживание, питание? Она включает в себя там учебу, проживание, питание, там activity fee, на который вот Student Life делает разные ивенты. Книги она также включает. То есть все книги, которые нам даются, мы их берем, и нам не нужно их возвращать. Супер. Получается, ты бесплатно учишься, ты не платишь вот эти 80 тысяч и ни копейки. Я ни копейки не плачу, да. Прекрасно. Мне уже интересно, а как сюда поступают? То есть какой идет процесс поступления? Так как у нас американский университет, процесс поступления идет точно так же, как и во все американские университеты. То есть нужно писать personal statement, нужно писать эссе для самого университета, нужно сдавать экзамены там. SAT, оно вроде бы не обязательно, когда я поступала. Сейчас могли полностью измениться. Вот, но либо Duolingo English Test, либо TOEFL, либо IELTS нужно сдавать. Вот. А какой там требования? То есть Duolingo, IELTS, если ты знаешь. На IELTS это, кажется, 7,0. На TOEFL это 98, может, 100. А на Duolingo это как минимум 125. Но многие студенты пытаются брать еще больше, чем эти скор, потому что они считаются как бы average, и не шанс, что если у человека такие оценки... Он попадет. А ты какой сама тест сдавала? Я сдавала только Duolingo. Я не сдавала ни TOEFL, ни IELTS, ни SAT. И вообще, когда я подавалась, я такая, нет, я просто своим personal брендом пройду, и мне не нужно никакие экзамены сдавать. И когда я сдавала Duolingo, я набрала в начале 125, но я его не отправляла. И потом я пересдала, и я набрала 135. Молодец. И я, поступила только с Duolingo. Во время подачи нужно все вот эти документы подготовить. Я забыла упомянуть еще транскрипты за последние 3 года. Обратно Honors and Activities. То есть такое же поступление, как и во все другие американские университеты.
И после того, как отправляются эти заявки, как бы, да, это первый этап, потом они отправляют приглашение на интервью, Мгм. и также они отправляют приглашение на writing exam. То есть в А, режиме то реального есть, времени они дают нам 3 топика, то есть 3 темы, на которые мы можем, нам нужно написать одно argumentative essay. Почему они так делают? Потому что у нас университет, он в основном политический, в том мгм. плане, то, что у нас здесь предоставляются такие как international politics, culture and politics. И вообще Мгм. Джорджтаун очень известен своими Э, bachelors в области политики. Получается поступление, вот все документы ты отправляешь через Common Application или ты отдельно в сам университет создаешь там аккаунты на сайте университета? Отправляется в сам университет, потому что наш университет, он не предоставлен в Common Application. Там Мгм. есть main campus, но для нашего университета нужно отправлять отдельную заявку. Напрямую в сам Да, университет. например. Кстати, заявка, она уже открыта на этот год, То есть можно поэтому уже. все студенты из Таджикистана, которые хотят туда учаться, они могут, в принципе, уже начать готовиться к поступлению. И, как ты сказала, дедлайн 1 февраля. Да, Окей. Получается, вы первым делом отправляете анкету, второе у вас проходит интервью, и третье проходит да. тестирование, ну, writing тест. Но интервью, оно не со всеми бывает. Обычно М, после того, как admissions, то есть когда закрывается этот пул в феврале, admissions, оно смотрит на все заявки и отбирает тех кандидатов, которых они хотят взять в мгм. университет, и после этого они отправляют им интервью. То есть в каждом этапе идет отбор и Да. отчисление какого-то количества студентов. Да, потому что, насколько я знаю, в прошлом году несколько человек подавалось в Джорджтаун, и те, которым отказали, они не получали приглашение на интервью. То есть их уже убрали прям с момента, когда нужно было отправлять приглашение на интервью. Мгм. То есть нужно очень хорошо поработать, значит, над своей анкетой. Да, многие думают, что если это не американский университет, который находится в самом США, то поступление не настолько селективное. На самом деле, мне кажется, в какие-то моменты здесь еще сложнее поступить, потому что здесь процент приема только 12%, и они в основном берут людей с Middle East. Мгм. То есть в других регионах, если ты хочешь поступить на стипендию, то немного сложнее. То Да. есть возможности чуть меньше, чем... Да. Особенно с Таджикистана, если учитывать тот факт, что здесь очень много людей с Казахстана, с Узбекистана, с Кыргызстана есть люди, но с Таджикистана тут очень мало людей. Получается, ты уже сама поступила, и какие советы можешь дать ребятам касаемо подачи заявок вот на каждый из этих этапов? Перед тем, как я буду говорить про определенные этапы, я скажу в целом то, что если вы думаете, что, например, когда вы поступите за границу, у вас будет меньше проблем, там, например, меньше у вас будет всяких трудностей, но на самом деле это не так. У вас их будет гораздо больше, потому что вы будете жить одни в другой стране, у вас не будет вашей зоны комфорта, и вам перед тем, как вообще начинается вот эта подача, вам нужно хорошо подумать, подходит ли это, потому что бывают моменты, что люди, они подаются, они поступают, но они не рассматривают свои силы должным образом, и они понимают, что они очень сильно страдают. То есть бывают такие кейсы тоже. В моем кейсе это наоборот, то есть мне очень нравится жить одной, мне очень тут нравится вообще обучение, но бывает момент, когда людям очень трудно расставаться с людьми, которые они любят, со своей семьей, и если вам это не подходит, то я бы советовала вообще не подаваться. Но если вы думаете, что вы совсем справитесь, и если у вас все получится, то для первого этапа я бы сказала, что вам нужно очень хорошо проработать личный бренд. То есть в каких-то моментах он даже важнее, чем ваши оценки и ваши экзамены, потому что я живой пример того, я не сдавала ни SAT, ни какие-то официальные, как люди скажут, более reliable, чем Duolingo. То есть на примере типа IELTS и TOEFL. Я их не сдавала, но я все равно смогла поступить, потому что я знала, что у меня был очень сильный личный бренд. И перед тем, как вообще подавать заявку, вам нужно хорошо проработать и понять, что вы хотите показать admissions committee, то есть какого человека вы хотите ему показать. И уже основываясь на этом, вам нужно проработать личный бренд. Что такое личный бренд? Вы можете там загуглить, посмотреть, но если двумя словами, то
это то, как вы себя позиционируете. То есть какие два аспекта вы, например, хотите показать Admissions Committee, чтобы, прочитав всю вашу заявку, они поняли, вот этот человек, например, он интересуется правами человека, и он также интересуется, например, волонтерством. Просто как пример. И если вы это сделаете, то у вас будет гораздо больше шансов пройти первый отбор. Также очень сильно вам нужно заморочиться и написать хорошо ваш personal statement, потому что personal statement — это единственный шанс вам поговорить с, получается, admissions committee в такой непрямой форме. То есть вы можете показать, кто вы в этом эссе, и там не будет никаких номеров, там не будет никаких numbers, то есть quantitative things, которые могут как-то вас показать в плохом ключе. То есть это вот единственный момент, когда вы можете напрямую поговорить с admissions committee. И во время интервью я очень вам советую, когда вы уже прошли все этапы и у вас было интервью, очень советую вам почитать заранее про университет. Это не только в Джорджтаун, во все университеты. Вам нужно прочитать, посмотреть, какие они программы предоставляют, кто там есть из faculty, какой у них student body, вот, например, кто там учится с Центральной Азии. Если вы знаете каких-то там, например, учеников, студентов, вы можете с ними тоже контактировать, то есть написать им, спросить, попросить, потому что обычно, если вы вежливо, хорошо попросите, многих студентов, даже если они заняты, они, скорее всего, вам ответят, и они, скорее всего, вам дадут определенные советы. Но, пожалуйста, не пишите «ответь мне, как мне пройти в твой университет», что-то наподобие такого, потому что им пишут очень много людей. Это я говорю и на своем кейсе, и на кейсе многих студентов, которых я знаю. И если вы спросите у них должным образом, либо даже можете им написать имейл, если вы их имейл знаете, чтобы выглядело более профессионально, то они вам обязательно ответят и скажут. Что насчет writing essay, то вам нужно заранее продумать, так как это будет в режиме реального времени, вам нужно, перед тем, как сразу начать писать, вам нужно продумать 3 аргумента, которые вы хотите сказать в пользу. Если вы не знаете, например, топик одного там эссе, берите второй. Если вы не знаете второй, берите третий. Там обычно они предоставляют 3, и среди них один будет, например, легче, чем 2 других. Потому что может быть так, что одно эссе, оно должно быть конкретным, то есть, например, скажут, расскажи там твое видение, например, конфликта между Россией и Украиной, да. Ну, может быть такое прийти, это я как пример говорю. Либо они могут сказать, как ты считаешь, должна ли война быть оправданной? Что-то наподобие такого. И вы должны дать 3 аргумента. И если вы знаете, как писать структуру эссе, то вам должно быть легко, потому что вы пишете, по сути, даете test statement, потом пишете первый аргумент, и потом раскрываете этот аргумент. То есть, если вы знаете вот эту структуру, вам обязательно будет легче. Мне кажется, на этом все. Главное, просто будьте уверены в себе, не бойтесь. Даже если вы думаете, что вы не пройдете в университет, все равно подавайтесь, потому что вы хотя бы будете знать, что вы не прошли, но вы подались, чем то, что вы не прошли, потому что вы даже не собирались подаваться. Мне кажется, вот это одна из самых больших ошибок в Таджикистане. 2 ошибки, которые они делают. Первое, они не хотят вообще ничего делать, но при этом хотят поступить. Второе, они могут поступить, но они боятся поступить. Получается, мы поговорили про поступление, что касаемо финансовой части. То есть, если человеку нужно получить финансирование, вот как тебе, как это отдельно подается, или же вместе с анкетой ты просто галочку где-то вставляешь, как идет процесс? Наш университет, он является need blind, то есть, когда человек поступает, не смотрят на его финансовое положение вообще. То есть, если смотреть это так, Катар, она очень-очень богатая страна, здесь много ресурсов и много финансирования идет со стороны Катар Foundation, которую основала Моза Шейх, то есть жена бывшего типа эмира. И здесь очень много моментов, где просто студентам дают деньги, просто потому что студенты хотят. И что касается финансовой части именно во время поступления, то нужно заполнять такие же документы, как и для американских университетов, это CSS профайл. Если они просят еще документы, нужно отправлять подтверждение этих документов.
Но плюс является то, что вам не нужно заморачиваться насчет того, что вам могут отказать насчет финансирования. Потому что я знаю много американских университетов, которые мне, в том числе и моим многим друзьям, отказали просто из-за того, что там не хватало, например, достаточного финансирования. Некоторые из них прямо об этом писали во время письма, но когда я подавалась в Джорджтаун, я не хотела, чтобы такой кейс произошел, и подача документов была optional на тот момент. То есть, и я решила не рисковать, и я подала только тогда, когда я получила письмо о зачислении. Только тогда я отправила финансовые документы. Это просто была как страховка для меня, чтобы не думать, что если я не поступлю, то это, скорее всего, было из-за моей финансовой ситуации. Так что плюс в нашем университете и в других университетах тут в Катаре, именно американских университетов, то вы можете подавать свою заявку, не боясь, что вам откажут в финансировании, а если вы поступили, то будьте уверены, что вам дадут эти деньги. То есть здесь главное не то, как получить финансирование, а просто поступить в университет, потому что после поступления эти деньги, если нужны, то они обязательно дадут. И получается, ты здесь учишься, и где вы живете? Вы снимаете квартиру или же вот предоставляется проживание в общежитии? То, где мы сейчас находимся, называется Education City. И здесь находятся дормы, как мужской, так и женский. Они находятся отдельно в разных частях Education City. Один называется Юг, другой называется Север, чтобы вы просто понимали концепцию. Вот. И на первом курсе мы живем одни, то есть нам предоставляется комната, и в этой комнате у нас есть своя личная ванна, то есть свой телевизор, мини-холодильник. То есть все, что нужно, есть в комнате. Очень много удобств. Там есть стади-рум тоже внутри дорма, где мы можем сидеть и учиться. Там есть очень много просто там пуфиков, где можно посидеть. У нас есть там общая кухня, также есть дайнинг, где можно пойти покушать. И когда мы переходим во второй курс, у нас появляется возможность, мы можем выбрать либо жить обратно-таки одним, либо университет тоже предоставляет бесплатно, мы можем жить вместе с кем-то. Почему они так сделали? Чтобы на первом курсе мы осмотрелись, поняли, с кем мы хотим дальше жить, например, двигаться, и только во втором курсе нам дают возможность выбирать. И мы выбрали с моей подругой сейчас, которая из Казахстана, мы живем с ней вместе. У нас с ней отдельные комнаты, отдельные наши ванны, то есть отдельно у нас телевизоры вдвоем. И у нас есть shared kitchen и, получается, living room. То есть у нас есть кухня и у нас есть гостиная на двоих. И там обратно-таки есть все удобства, вплоть до посудомоечной машины. Получается, это что-то вроде двухкомнатной квартиры, Да. где вы живете. И это тоже является частью самого общежития? Или же это какие-то квартиры? Нет, у нас в самом общежитии есть несколько блоков. Получается, 2 блока это для первокурсников, где комнаты только на одного человека. Дальше идут 3 блока для второкурсников и те, которые учатся еще на старших классах. И также у нас есть студиорумы. Это вот человек живет один, у него есть своя ванная, своя кухня, там своя гостиная. Но нам такое не покрывают, потому что они накрывают, чтобы жили 2 человека. Если кто-то хочет жить в таком студии, то им нужно доплатить немного. И получается, вы заканчиваете этот университет, и какой диплом вы получаете от самого Джорджтаун, или есть какой-то другой диплом, или 2 диплома получаете? А мы получаем только 1 диплом, и он идет нам с основного кампуса. То есть все, что мы тут изучаем, например, обучаемся, оно такое же, как и в основном кампусе. Это вот School of Foreign Service, который находится в Джорджтауне, и мы получаем такой же диплом, и там нигде не написано то, что мы учимся, например, в Катаре, то, что мы тут, и получаем такой же диплом, как и все, кто находится в DC. Получается, гораздо больше возможностей поступления сюда, чем в главный кампус, или как ты думаешь? Да, это так, потому что основной кампус, он не предоставляет финансовой помощи, то есть никто не подается в основной кампус Джорджтауна. Если мы смотрим из Центральной Азии, которые хотят получить полное финансирование, то они не подаются в Джорджтаун, хотя у нас самая сильная программа по политике во всем США.
И так как мы получаем здесь диплом от School of Foreign Service по политическим наукам, то наш диплом, он считается одним из самых сильных во всем мире в каком-то плане и в США. Отлично. И, получается, завершая наше интервью, какой совет ты бы могла дать, не обязательно про поступление, но и в общем, вот, ребята, которые сейчас находятся на стадии подачи заявок, они, например, уже понимают, что они готовы, как ты уже сказала, пойти и учиться за границей. Какие советы ты можешь им дать? Что ты, например, хотела бы знать, когда ты сама поступала в университет, в то время, когда ты находилась именно в 11 классе, который, например, им сейчас может помочь? Вот ты, например, сейчас думаешь и говоришь, вот если бы я знала, тогда вот это мне было бы, может, легче. Я бы посоветовала вам всем найти, может быть, ментор, либо в каком-то плане хотя бы как-то связываться с Education USA, либо с людьми, которые как-то тоже поступают, и набрать рядом вокруг, иметь вот людей, которые поступают так же, как и вы. Потому что если вы одни и вы решаете поступить, вам, скорее всего, будет сложно, и в какой-то момент вы решите сдаться. Для меня, у меня было очень много вокруг знакомых, которые все сейчас учатся за границей, там в Турции, в Танзании, в Америке, в Сингапуре, то есть в разных странах. И так как у меня было это общество, у меня было комьюнити, я никогда не думала о том, чтобы сдаться, потому что я видела, что все люди стараются, и я тоже буду с ними стараться. Но если вы одни, я бы очень вам рекомендовала найти вот людей вокруг, которые ваши единомышленники, о которых вы будете думать в таком же плане, то, что они тоже хотят как-то учиться за границей, изменить свою жизнь, и тогда вам станет немного легче. Плюс я бы вам посоветовала очень много смотреть разных видео про поступление, разные полезные ресурсы. Все люди, которые что-то говорят о поступлении, вам обязательно нужно это смотреть, чтобы вы как-то брали эти знания, если у вас нет возможности на платные там курсы, либо на платные какие-то менторства. Потому что, когда я поступала, я делала так же, у меня не было там возможности обучаться на каких-то платных курсах. И что я делала? Я постоянно смотрела разные ютубы, телеграм-каналы разных людей, и я просто читала все, что они говорят о поступлении, и впитывала эти знания, которые как-то могли мне дальше помочь. И последний совет, главное, не сдавайтесь, даже если у вас не получится что-то с первого раза. Я знала, что если у меня не получится с первого раза, мне тогда на тот момент только 17 было, я знала, что в следующем году я по-любому переподамся, если у меня не получится сразу. Обязательно не сдавайтесь, пробуйте, если не получилось на бакалавриат, пробуйте на магистратуру, потому что возможностей очень много. Просто нужно их находить, их видеть и обязательно использовать. Отлично, отличные советы. Я уверен, что они очень сильно помогут ребятам при поступлении и вдохновят их подать заявку как и в этот университет, так и в другие университеты, которых ты упомянула. Спасибо тебе большое за твое время и за все твои советы, за то, что поделилась своим опытом. И я, как сказал уже, они очень сильно помогут ребятам при поступлении, при подаче заявок. И тебе мы желаем удачи. Спасибо. И, ребята, если у вас есть вопросы, то пишите в комментарии, и мы будем на них отвечать. Всего вам хорошего, ребят. Всем пока.